Уже 1,5 недели идет операция ВСУ на территории России. Продвижение вглубь Курской области замедлилось, но украинская армия продолжает увеличивать плацдарм вширь. И препятствовать этому российские вооруженные силы не могут. Неким. Мы видим, какого решения придерживается Кремль. Продолжать наступление на Донбассе, где российская армия медленно, но продвигается. Жертвовать таким успехом ради восстановления территориальной целостности России Путин пока не намерен. Но кого-то перебрасывать в Курскую область все-таки нужно. Система замахнулась на самый неприкосновенный ресурс – на солдат срочной службы. Под Курск перебрасывают призывников из различных регионов России. Проект «Идите лесом», который помогает самым разным категориям граждан избежать отправки на войну, прямо сейчас обрабатывает множество обращений. Часть истории они публикуют в своем телеграм-канале. Вот, например, слова тети одного из призывников. Племянника забрали в армию в июне. Сейчас он не в своем городе, а Ленобласть. Хотят после 15 числа составить списки и отправить под Курск. Первые 250 человек уже уехали. Как быть, спрашиваю. Отправить срочников в зону боевых действий даже для рытья окопов и тылового обеспечения уже значит загнать их в ситуацию смертельной опасности. Для неприятеля любые люди в армейской форме – это логичная цель. Снаряды и ракеты не смотрят военный билет, не спрашивают, сколько осталось до дембеля. Решение поставить срочников под удар дальнобойных средств поражения, по всей видимости, уже принято. Остается открытым другой принципиально важный вопрос. Станут ли призывники непосредственными участниками контактных боев с наиболее подготовленными частями ВСУ? И здесь возникает еще два вопроса. Во-первых, есть ли практический смысл слать срочников в атаку на украинские механизированные и десантно-штурмовые бригады? Во-вторых, если таки послать, проглотит ли это российское общество? Начнем с очевидного факта. Солдаты-срочники ничего из того, что необходимо солдату в бою, не умеют ни на 1-й, ни на 3-й, ни на 12-й месяц службы. Я не говорю, что им неведомы какие-то тактические приемы и особенности эксплуатации сложной военной техники. Нет. Для бойца-срочника даже автомат Калашникова не более чем реквизит, который достают из оружейной комнаты лишь для церемонии военной присяги и при заступлении в караул. АК-74М в руках срочника он буквально как палка, которая, как известно, стреляет раз в год. Кому-то дают за всю службу сжечь 3 патрона, а кому-то аж 30, один полный магазин. Но разницы никакой нет. Чтобы научиться нормально попадать даже по стандартной неподвижной мишени номер 4, со 100 метров из положения лежа, для этого одного единственного похода на стрельбище недостаточно. Ни для кого не секрет, что в российской армии из срочников готовят не солдат, а практически персонал элитной гостиницы, где горничные не просто заправляют кровати, но делают это каким-то особым фирменным способом. В армии есть казарменная шутка. У солдатской койки углы одеяла должны быть такими острыми, чтобы о них можно было бриться. В некоторых воинских частях и подушкам следует придавать строго кубическую форму. Сами койки нужно выравнивать аж по ниточке. Полы между койками и под ними в любой момент должны быть идеально чистыми. Проведешь белым платком, на нем не ворсинки. Альфа и омега всей срочной службы – кантики. Так называют лопатки для заправки кроватей. А еще края квадратных сугробов. Кантик должен быть и на затылке. Каждый день старшина, словно метрдотель, проверяет, чтобы у обслуживающего персонала в форменной одежде была сзади идеально четкая линия волос. Таких премудростей у срочников не десятки, а сотни. Граждане России уже привыкли. Да, вооруженные силы каждый год в принудительном порядке набирают 150 тысяч 18-летних парней. Потом эти же самые вооруженные силы не знают, что с этими парнями делать, и потому придумывают для них бессмысленную, но трудоемкую работу. Те убирают лужи с плаца совками, начищают шины у техники гуталином, красят каждую поверхность, на которой в принципе ложится краска. Вот есть у государства такая странная причуда, и россияне относятся к ней именно как к причуде. В России срочку служат по 2 основным причинам. Либо в силу своей законопослушности, мол, 1 год перетерплю, чтобы потом дорогое государство от меня отстало, либо чтобы сделать карьеру на государственной службе. Потому что власть почему-то решила, что многим категориям госслужащих чудной казарменный опыт необходим для исполнения должностных обязанностей. Все понимают, что логика срочной службы в российской армии по своей переподвыпердости дает фору сказкам «Алиса в стране чудес» или «Алиса в зазеркалье». И все знают, такая служба отнюдь не безвредна ни для физического здоровья, ни для психики.
Каждый второй призывник знает, что такое галлюцинации от недосыпа, ведь ночной сон в армии разрешают лишь изредка и в виде поощрения. Но с тех пор, как срок воинской повинности был сокращен с 2 лет до года, с тех пор, как деды перестали прям массово калечить слонов и духов, общество стало достаточно спокойно относиться к призывной армии. В каких-то странах не едят говядину, где-то разрешено многоженство, а у нас парни после школы на год отправляются в другой мир, где круглое носят, а квадратное катят. После чего еще год приходят в себя физически и морально. Так, мол, заведено, а молодой организм все равно же восстановится. Сложился общественный консенсус. Срочники де-факто не являются военнослужащими. Родители отдают сына в армию, чтобы он прошел весьма странный, не имеющий никакого практического смысла, но уже традиционный обряд инициации. Ни под каким видом парень не должен исполнять реальных обязанностей военнослужащего. Отправить срочника туда, где взаправду стреляют, это хуже, чем детей из летнего лагеря юных следопытов забросить в дикий лес с медведями. Юный следопыт, может, в лагере раньше чему-то полезному и научился, и даже, может, попробует выжить, а срочник-то никак. И это понимает каждый. Не просто же так. В конце 2-й недели своей спецоперации Путин выступил с четким и однозначным обещанием. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Уверен, они надежно обеспечат безопасность и мир для народа России. Общественный договор был впервые нарушен еще 24 февраля 2022 года. Сейчас об этом подробнее поговорим. Сначала посмотрите, пожалуйста, небольшую рекламу. Несмотря на блокировки, посещаемость YouTube в России растет. В июне, например, среднесуточная аудитория сервиса была почти 56 миллионов человек. С 29 июня по 4 августа, когда уже вовсю замедляли, среднесуточная была уже 82,5 миллиона. Россияне не готовы так просто отказаться от удобной и привычной платформы. Если вы живете в России и ищете подходящий недорогой VPN, который не сильно съедал бы скорость интернета и позволял бы смотреть видео на YouTube, тогда обратите внимание на VPN Liberty. Стоит он недорого, от 250 рублей в месяц. При этом вы получите 2 протокола вместо одного за одну подписку. ShadowSox и VLS. VLS — это новый протокол, который постепенно вытесняет ShadowSox. Все взаимодействие с сервисом идет через Telegram-бот. Вряд ли Telegram в ближайшее время заблокируют. Серверов много, ключи динамические, а локацию сервера вы можете поменять прямо в боте в удобном меню. Пока это доступно только для ShadowSox ключей. Но в конце августа будет и для VLS. Кстати, если вы за рубежом и вам надо получить доступ, например, к госуслугам, сервера в России у VPN Liberty тоже есть. А если вы перейдете по ссылке в описании и активируете бот, то получите пожизненную скидку в 15% на любые услуги от VPN Liberty. Даже на те, у которых еще нет. Например, скоро они собираются ввести семейную подписку. Так что переходите по ссылке в описании и подключайтесь к Liberty. Так вот, общественный договор по поводу срочников и их службы на реальной войне был нарушен еще 24 февраля 2022 года. В армии вторжения оказались призывники, и некоторые тогда угодили в украинский плен. Но реакция Путина тогда была однозначная. Произошла чудовищная ошибка. Генералам тогда максимально публично поставили на вид, а всех срочников было сказано немедленно увезти в тыл. По официальной версии тогда шла не война, а СВО. Специальную операцию осуществляет специальный спецназ, а остальные 145 миллионов россиян должны быть просто телевизионными болельщиками. В ту пору даже был предложен фирменный мерч, атрибутика и кричалки. «Своих не бросаем», «Сила в правде». Помните, были такие рекламные плакаты по всей стране. Потом, когда официоз наскоро стал конвертировать телевизионную СВО в народную войну, начались махинации с солдатами срочной службы. Махинации — тут самое точное слово. Система стала искать способы обойти свои же правила, формально их не нарушая. Мол, мы обещали не отправлять ваших детей в Украину? Ну так согласно последним поправкам в Конституцию, Запорожская область уже и не Украина. Мы говорили, что срочники не окажутся в зоне проведения СВО? Ну так мы нарисуем границы зоны СВО таким образом, что никаким призывникам там не получается быть. Но, однако же, это все равно прямо рядом с фронтом. Мы клялись и божились, что вчерашние старшеклассники не станут участвовать в боевых действиях. Ну так все же верно. Удары, которые ВСУ наносят по российским тылам, мы квалифицируем не как боевые действия, а как теракты.
Жертвами таких махинаций стали по меньшей мере 159 призывников. Столько некрологов с упоминанием срочников насчитала BBC к 9 августа этого года. В этот список не вошли те, кто погиб и гибнет сейчас в ходе Курской операции ВСУ. С прошлого года на поток поставили практику принуждения срочников к подписанию контракта. До войны существовала норма, что призывник, даже если сильно захочет, сможет стать контрактником не ранее, чем через полгода после призыва. Теперь же давить на юношу, чтобы он заключил контракт с Минобороны, начинают с первого дня. Но все-таки еще действует правило: пока парень подпись не поставит, в мясной штурм его не отправят. Ни в какой безопасности он, конечно же, не останется. Армия запросто пошлет его туда, куда долетают украинские ракеты и беспилотники, или куда может зайти украинская ДРГ, или даже несколько бригад ВСУ, как под Курском. Но вот чтобы прям в полный рост, в атаку на вражеские пулеметы, такого вроде как пока не было. Власти сделали все, кроме последнего шага. Последний шаг — это не просто поставить жизнь срочников под угрозу, но целенаправленно отправить их на убой. Колеблются ли власти? Колеблются еще как. И это то тонкое место, где у общества есть возможность повлиять на ситуацию, определить, какая чаша весов перевесит. Российское общество часто обвиняют в пассивности и избыточном долготерпении. Но мы все же видим подъем гражданственности в двух случаях. Когда россияне чувствуют, что у них есть шанс повлиять на ситуацию, или когда людей действительно доводят, что отступать им уже некуда. Власти присматриваются к настроениям и, что называется, прогревают граждан. Мол, солдат есть солдат, погоны носит, присягу давал, так что ж. И хватит вот это заламывание рук. Почему наши срочники не имеют возможности принимать участие в боевых действиях? Они не готовы, хорошо, а через полгода они готовы. Единственная армия в мире, нахождение в которой срочника подразумевает, что он не будет участвовать в боевых действиях, это о чем? Это вообще как понять? То есть, если ты хочешь, чтобы тебя война не коснулась, иди служить в армию? Ну, это шизофрения, на мой взгляд. Ах, что скажут матери? Матери скажут, что их сын выполняет священный долг. Но если руководство почувствует, что не так страшно сдать противнику часть территории, как вызвать гнев российских матерей, то свои ручонки от призывников оно может и убрать. У 18-19-летнего срочника запросто могут быть активные 40-летние родители. Если жизнь заставит, если власть припрет к стенке, родители могут показать такой класс оппозиционной борьбы, какой и нам с вами не снился никогда. Сейчас мы наблюдаем лишь первую стадию. Призывники пока только выдвигаются в зону боев. Их родители не выступают против власти, а пытаются власть уговорить. Записывают видеообращения, запустили хэштег «Срочники дети». И это никакой не протест на коленях, как некоторые начинают говорить. Нет. У родителей есть конкретная цель – сделать так, чтобы их детей не убили. Сейчас они заявляют о себе, но предлагают властям договориться полюбовно. С точки зрения поставленной цели, поведение естественное. Протест, гражданское неповиновение – это уже вторая стадия, когда уговоры не действуют. Мне очень близка эта цель – не дать убить молодых россиян. Любые видеообращения и запущенные в соцсетях листки бумаги с хэштегом «Срочники дети» я всецело поддерживаю. Молодцы, кто снимает видео. Молодцы и те, кто придумал этот флешмоб. Если вдруг удастся упросить людоедов не трогать молодых ребят, то и замечательно. Важнее всего, чтобы как можно больше людей остались живы и здоровы, и ни в кого не стреляли. Если же уговорить не получится, если система решит рискнуть довести ситуацию до открытых протестов, то мы обязательно поддержим этот протест. Сделаем все возможное, чтобы ему помочь. Если бы мы руководствовались большевистским принципом «чем хуже, тем лучше», я не стал бы давать никаких рекомендаций обитателям Кремля. Но у нас такого принципа нет, поэтому вот честный и действительно полезный совет. Оставьте призывников в покое. Более того, перебрасывайте их в обратном направлении, подальше от Курска и тех регионов, куда долетают украинские дроны. Вы же сами сделали из призывной армии анекдот, а из солдат-срочников специалистов по швабрам и щеткам. Такими бойцами вы все равно ничего не навоюете, не выполните ни одной боевой задачи, а положите их немерено, чем приблизите свой конец. Факт в том, что вам, даже исходя из ваших уродских задач, не надо трогать молодых парней и доводить их родителей. Вам это не нужно. Не нужно вам никаких хитроумных комбинаций. Как бы, мол, отправить срочников на фронт, но не на передовой край.
заставить воевать, но во втором эшелоне. Только сами себя переиграйте. Химарсам и атакамсам, украинским дронам камикадзе на такие комбинации глубоко начхать. Более того, какая-то прифронтовая база тылового обеспечения, куда вы нагоните призывников, будет для ВСУ приоритетной целью. Не бьют дорогой ракетой по наступающей пехоте, а по базам и расположениям, куда вам хватит ума привести призывников, бьют еще как. При точном попадании погибают за один раз десятки человек, а то и пара сотен. Ваши тупорылые полковники обязательно догадаются завести сразу целую толпу срочников под одну крышу, чтобы не разбредались, чтобы легче было за ними следить. Многие в нашей стране были бы совсем не против, чтобы вас, уродов, взбешенные родители солдат, разобрали бы на молекулы. И если вы дадите повод, мы родителям постараемся помочь. Но лучше вам просто этого не делать. До завтра.